Всем привет! Сегодня я опять рассказываю про маленькую машинку. Вы знаете, что на моем канале всегда можно про такие посмотреть. Я их люблю, они мне интересны. У нас такая модель сегодня неоднозначная. Это и Daihatsu Atrai 7, и одновременно это Toyota Sparky. Итак, ребят, это, конечно, не кей-кар сейчас уже. У нас машина уже того поколения, которое началось с 99-го, то есть уже более современный такой вариант. Но историю свою эта модель ведет аж с 60-х годов, очень давно там она появилась. Тогда она еще называлась Daihatsu Hi-Jet, она еще тогда не разделилась на две версии. Hi-Jet грузопассажирский и Atrai более такой, ну типа пассажирский как раз. Она у нас уже побольше. Она у нас уже не соответствует кей-каровским нормам по габаритам и по мощности двигателя. У нас здесь мотор 1.3 все-таки, а не 0.66, как должен был бы быть у кей-кара. Поэтому я считаю, это уже такой, знаете, автомобиль уже более серьезный. Давайте разберемся для начала с Toyota Sparky или все-таки Daihatsu. Как вы видите, у нас решеточка с тойотовским значком, а на багажнике у нас дайхатсовский значок. По моему мнению, все-таки дайхатсовские значки на этой машине, они имеют больше права тут находиться, потому что все-таки прародитель модели это Daihatsu. Сами знаете, что в конце 90-х Toyota поглотила, купила акции Daihatsu, поглотила их, в себя впитала и, соответственно, начала пользоваться технологиями. Ну, я, в принципе, их понимаю, потому что, сами понимаете, если вы никогда не делали маленькие машинки, да, особенно так уж, то попроще выкупить компанию, которая в этом поднаторела, согласитесь? Оно ведь и в целом, даже если у вас в документах написано Toyota Sparky, это не значит, что у вас все такое вокруг тойотовское. Здесь даже можно видеть логотипчики Daihatsu на стеклах, логотипчик на двигателе там есть дайхатсовский, даже вот под этим маленьким нашим капотиком, под которым бачки в основном, и радиатор, там тоже есть упоминание о Daihatsu. Почему он называется Atrai 7? Потому что он семиместный. Вот прикиньте, вот эта штука семиместная. Здесь реально 3 ряда сидений, это действительно меня удивляет. Особенно я вам сейчас покажу, что в салоне действительно место-то есть. Хотя, конечно же, понятно, что 3-й ряд сидений это компромисс. То есть при разложенных задних сиденьях багажник, ну, по сути, вот сколько-то там, ну, не знаю, 15 сантиметров, там, соответственно, его практически нет. Но, с другой стороны, вот вы увидите, задние, самые задние места, это, на мой взгляд, натурально прямо VIP места. Давайте сразу вот сейчас с багажником вам покажу. Вот обратите внимание, шильдик Atrai 7. Я думаю, вы включаете логику, да, логику включаем. Эти все детали взаимозаменяемые, потому что по кузову две машины, это одинаковые абсолютно. Долбанулись, дешевле будет, сразу вам скажу, от Daihatsu купить. От Toyota почему-то дороже. То есть, видимо, дело в шильдике. Вот таким образом рамочку лучше не ставить, потому что маленький элемент из исковыривания. Вот. Вот, смотрите, нету. Во. Вот такое пространство. Вот. Лайкосик вот за такую тему. Смотрите, как хозяин замутил, чтобы огнетушитель у него был на месте. Во-первых, скажите мне, ребят, у многих из вас огнетушитель вообще в тачке есть? Я думаю, не у многих. А тут посмотрите, как цивильно, а? Красота. То есть здесь-то был вот такой вот какой-то дохленький кармашек, а здесь, смотрите, какие крепления теперь. Все вообще по красоте. Лайк. Шторки, да? Не тесно, совершенно. Значит, что у нас имеется? Значит, кроме шторочек, которые по кайфу. На передних стеклах это отстой. А вот сзади, особенно в минивенах, во всяких микроавтобусиках, шторки по кайфу. Должны быть must have. Короче, даже если у вас штатных их нет, повесьте нештатные, замутите, короче. Будет классно. И смотрится прикольно, и практично, короче. Ну, прям уют же создает. Это, блин, такой квадратный подстаканник. Прикиньте, вот он реально просто квадратный, я что-то аж даже не знаю. Ну, вот смотрите, логика, да? То есть можно же сделать кругленькую, да, оконечность подлокотника? Можно. И тогда, когда открываешь, будет подстаканник круглый. Логично, да? Но, ребят, просто круглый бы не был бы согласован с дизайном сидений, понимаете? Вот я, когда его вот так вот складываю, он смотрится гармонично, красиво.
А вот если у него было бы кругленькая эта конечность, это было бы некрасиво. Видите как? Обратите внимание, какая мощная здесь крепежная вся эта хрень. Здесь должен быть пластиковый кожух, конечно же. Ну, конечно, он должен быть. Вот у нас нету. И это позволяет нам увидеть, насколько здесь мощно и сурово сделано. Вообще, кстати, я тут еще вспомнил о мощности и о суровости. Машина, она построена на интегрированной раме. И, между прочим, она довольно-таки прочная в плане, ну, пробития, да. Конечно, по современным меркам, то есть у нее не особо хорошие зоны смятия и прочее такое. Ну, а по несовременным меркам это даже прикольно. Вместо УАЗика бомбить, ну, правда, дороговато, конечно, будет. Смотрите, значит, как у нас это все дело регулируется, сейчас будем показывать. Когда я снимаю какие-нибудь такие машинки, сравнивают с фитом, типа лидер по трансформациям салона. Ребят, это вам ничем не хуже. Смотрим. Так. Здесь есть рычажок, благодаря которому вот эта вся конструкция двигается. Только ее не очень удобно двигать так одному, конечно, с одной стороны. Вот видите, она шатается, да, по рельсам. Сзади у тех, кто сидит на VIP-местах, у них тоже есть рычажок, благодаря которому можно также отодвинуть среднее сиденье и выбраться самостоятельно, то есть не быть там запертым. Прежде чем еще одну трансформацию осуществить, для увеличения, естественно, так скажем, погрузочного пространства, да, нужно убедиться, что у нас не до упора, ну не до конца назад выдвинуты передние сиденья, потому что иначе не поместится. Значит, дергаем за веревочку. Давай. Опа. И вот эта вся тема вот так вот переворачивается. Тут, кстати, обшивки, видите, все культурно. Вот он, этот рычажок. Те сиденья, которые третий ряд, их еще тоже можно сложить, пихать вот сюда. И мы получим, по сути, вот оно, плоское, большое погрузочное пространство. Реально, пихай сюда все, что хочешь. Оно еще, к тому же, в пластиковой обшивке. Бывает, кстати, в некоторых комплектациях с тканевыми. И, по сути, можно, ну, не знаю, мопед загнать. Не знаю, ну нормально на самом деле. То есть, если действительно взяться перевозить конкретно груз, а не толпу народа, можно, трансформации это позволяет. Полезли на VIP-места, что ли? Лимузин Mode On. Ну посмотрите, ну ведь реально VIP. Смотрите, значит так. Те, кто сидит на среднем ряде сидений, они лишены некоторых моментов. Во-первых, у них нету вот таких вот статичных, более прочных подлокотничков. Во-вторых, у них нету прямо сразу в районе попы динамиков, чтобы прямо все четко слышно было, нормально. Знаете, вот жалко, вот, что вот это не бардачки. Это, по-моему, не бардачки. Нет, это не бардачки. А нет, вот это бардачок. О, вот это бардачок, смотрите, прямо вообще все огонь. Ну, тут, значит, у нас большой карман, смотрите, у нас здесь даже спокойно живет масляный фильтр, пусть живет. Действительно, достаточно места. Тут можно даже что-нибудь такое, ну, что-то типа, не знаю, шоколадку спрятать. Это я так делаю всегда. У меня по бардачкам разложена жратва. Это я, да, такой, я-то такой. Конечно, вот это дело, оно, естественно, даже какой-либо опции не прилагается. Это уж вам придется самим позаботиться, чтобы такое было. Вообще, Спарки и Атрай, они закончили в 2005 году. Да, у них есть как бы продолжение. После 2005 года они есть новее. Но они уже, ребят, не называются таким названием. Дальше они называются, начинают, если это Toyota у нас, значит, Town Ace One, да, кстати, к Town Ace вот категорически нету никакого, да, как бы вообще никакой родственности. А если Daihatsu, оно у нас, насколько я помню, Grand Max, да, по-моему, Grand Max вот называется. То есть, ну это я к тому, чтобы вы знали, что эта машина есть новее, только она реально совсем уже другая. Минус я здесь, кстати, тоже нашел. Вот тут вот, где, ну, можно сказать, петли, да, механизм, здесь такая вот писюня, такая, как, знаете, как ракушка у хоккеиста. Я обратил внимание, что она там не прикручена, поэтому я ее просто могу отстегнуть. Ну вот видите, здесь просто механизм, поэтому я писюню-то эту лучше отстегнул бы. И вот ездил бы без нее, потому что тогда можно реально сесть втроем, еще сюда двоих так запихать, вот так вот, вот так вот. А если ракушечка это на месте, то третий здесь либо на нее сядет прямо очечем-то, либо ее все-таки придется убирать. Прикольно, да, ребят? Это я
у подкапотки. Я вот капот открыл, да, видите, валяюсь. Как у большинства, естественно, микроавтобусов, двигатель находится у вас под попой, то есть под сиденьями. И они вот оба поднимаются, и он, соответственно, под ними. Между прочим, кстати, как раз здесь видно вот эту вот интегрированную раму. К3ВЕ. 1,3 объем, в частности, в этой машине 91 лошадиная сила. Я знаю, что есть полно машин с этим двигателем, и везде мощность почему-то разная. Где-то 86, как, например, в Териусе, да, допустим. Вся разница, я в смысле имею в виду атмосферные, да, двигатели, в мозгах. В настройке двигателя, соответственно, где-то он помощнее, где-то послабее. У нас 91 лошадиная сила, и все. 120 ньютон крутящего момента. Кстати говоря, есть такой нюанс. Toyota, стырив эти, ну как стырив, ладно, выкупив Daihatsu, сделала на основе К3ВЕ свои двигатели серию SZ. Ну, знаете, там типа Passa там какие-нибудь. И вот там есть такой момент, что 2SZ, он тоже имеет такой же крутящий момент, так же, как К3ВЕ, те же 120, там, по-моему, 122, что ли, типа того, ньютон. Но в тойотовской версии на 4,5, а у этого на 3,5. Так что вот такие дела. И вообще, кстати говоря, этот двигатель вполне нормальный, если честно. Он еще не из нынешнего поколения алюмишек. Чугунное, суровое такое чудище. Маленькое чудище, но суровое. Он вполне ремонтопригоден, на него все есть. Я, насколько знаю, народ особенно не жалуется. Плюс, конечно же, есть механические коробки, но и автоматы в том числе, они как раз айсиновские, которые известны на весь мир. Айсин известны своей надежностью, ремонтно-пригодностью, но там есть один нюанс, я прочитал на форуме. Я прочитал, значит, что у этой машины в коробке есть такая вещь, что, значит, болты, которые там что-то крепят, я не очень сильно вник, я про такую неисправность вообще читаю впервые. Не хватает конструктивно буквально 1 мм длины, и они выкручиваются. И народ, зная об этой проблеме, заранее зная, меняет эти болты, разбирает коробку, меняет эти болты, потом ездит долго и вроде бы как бы счастливо. Но у нас, в том числе это, кстати, как раз случается с ранними версиями вот такого Daihatsu или Spark Toyota. А у нас, между прочим, вот как раз одна из ранних, 2001 года машина, но с ней этого до сих пор не случилось, поэтому пишите в комментариях по поводу этой неисправности, такой странной, реально ли это так, и вообще, откуда это все берется, я вот что-то вообще не понял. Еще показываю интересную фишку. Смотрите, у нас здесь по боку идет такой вот пластиковый молдинг. Ну так, для красоты, да? И обратите внимание, как в этот молдинг вписана вот такая штука. Лючок бензобака. Крышечка является частью молдинга, то есть ее так вот она прямо не видно, что это прям крышечка бензобака. Это часть молдинга. Как я люблю эту табуреточную посадку в таких тачках. Короче, ребят, сразу говорю тем, кто думает, что если микроавтобус, то он обязательно должен быть мягкий, это не совсем так. У нас подвеска здесь даже с мостом сзади. Все-таки машина бывает либо задняя, либо полноприводная. Там такой суровый мост нормальный, поэтому не мягко, не мягко. Да и сиденье как бы вам не пружины, особенно все-таки под нами сейчас двигатель. Кстати, такое интересное ощущение, что я прямо попой-то чувствую, как бы, что он там. Я так думаю, нужно обязательно следить внимательно за подушками двигателя, потому что если они разболтаются, вы вибрацию будете чувствовать прям постоянно. Она будет не где-то там, она будет прям тут будет. Гонкой эту машину не назовешь, но зато вот г***месом ее назвать вполне можно. Случались такие случаи, когда ее использовали для езды не по асфальту. Если его забить под завязочку, то есть нагрузку ему дать, всех 6 человек, там 7 даже, может быть, худеньких посадить, он будет ехать реально по-другому, потому что вот серьезно вот этого даже немножко козления такого уже не будет. Сейчас он так немножко попрыгивает, подкачивается, по гладкой дороге незаметно, а вот, допустим, вот бугор, вот слегка как бы есть, ну такие покачивания. Я думаю, самое прикольное будет проверить динамику. Конечно, 402 метра я не буду вам замерять. Чувак, я знаю, что ты про это всегда пишешь, про 402 метра. Я это читаю. Заметь, в последних видео во многих я это принял к сведению. Но уж точно не с Daihatsu 1.3, правда?
Ну что вы, блин, за нами плететесь? Ну вот я не хочу наваливать-то, елки-палки, у меня здесь тем более еще такие какие-то бугры, ну вы что, ну обгоните меня, обгоните уже меня. Вот, Ipsum 2.4, ты же можешь ехать быстрее. Кстати, похвалю обзор, я реально хорошо вижу в салонное зеркало и реально хорошо вижу в боковые, они вполне неплохие. Это для таких вот машинок, микроавтобусиков, всяких минивенчиков, я знаю, это важно. Комплектаций у них прям на самом деле много, хотя в каталоге вроде числится как будто бы немного. Вот. А встречается их полным-полно. Там, я так думаю, был большой список опций. То есть, когда их в Японии японцы себе собирали, покупали, много опций дополнительных указывали, поэтому они разнятся. Вплоть до люксовых, там, с кожей в салоне, там, с кнопочками везде у нас, вот видите, крутилочки. Ну, ревет он нормально, но разгон так себе. Кстати, здесь есть кнопочка овердрайва, и ехать, честно говоря, быстро немножко страшновато. Он так как-то его так раскачивает. По гладкой трассе, я думаю, норм. А вот если это вот такая вот дорога все-таки не совсем гладкая трасса, по-моему, даже опасненькая. И он еще такой тоже парусный, слушайте, парусный. По трассе, слушайте, вообще приятно стало сразу. Вот это уже все, мы выехали уже с такой дороги, с такой непонятной, а на трассе красота. Ну вот смотрите, я еду сейчас в районе 80, да нормально. Ну вот даже давайте чуть-чуть ускоримся, он так скинул передачку, чувствую. Вот 90, все, и едем, до свидули, хорошо все вообще. Так, никого нету, давайте-ка. Раскачивается, попробуем. Ну, раскачивается, да, слушайте, раскачивается. Сразу страшно стало, бляха-муха, сразу страшно стало. Я в своей тачке вообще вот так вот делать могу, а тут что-то как-то страшновато. Ой, елки, фура едет за нами, нет, я не хочу, она нас сдует. Да, это жестко. О, я и 402 метра замерил. Зато она ревела так. Он выдал все, что он имел. Не так страшно. Нормально, нормально. Я так не делал ни разу. Давай, давай, давай. 17,1. Также, короче, также однозначно. Абсолютно одинаково можно сказать, что на овердрайве, что без. Одинаково абсолютно. Это тачки для мужчин, которые имеют семью, имеют цель в жизни, им не нужны понты и прочая бурда. Они же тоже фан какой-то дают, ну елки-палки, что вы их так вечно, блин, стремаете-то в комментах, вы завязываете? Да у нее и вид даже уже мужской, елки-палки. Это, ну как бы, это, ох ты, смотрите, как я заложил-то. Цигель, алюлю, давай, шнеля. Ездите на 100 лошадях так же, как ездили бы на 300. Кормите тачку ведрами. Ладно, ребят, в общем, я думаю, я вам... опять началась такая дорога, но я же должен к своей-то машине вернуться. Я думаю, я вам создал впечатление о машине. Я думаю, вы теперь понимаете, что она из себя представляет. Их на самом деле у нас на дорогах достаточно, они встречаются вполне, я их видел. Они всякие разные, народ их покупает, стоят они относительно недорого. Так что, почему нет? Тем более, что немножко с элементом выпендрежа, она же ведь тоже не сказать, что ширпотреб, правда же? Налог небольшой. На канал, короче, подписывайтесь. Все будет хорошо. Будете и дальше видеть у меня на канале прикольные, необычные японские машины. А не просто, как всегда, один за другим Mark II или Skyline там какой-нибудь. Я не знаю, как вам не надоедает их одно по одному смотреть. Всем пока.